Идеи для онлайн-шутеров плодятся как грибы. Студия Mi Games предлагает ознакомиться с еще одной. Хауэт онлайн-шутер, который позволяет погрузиться в охоту за сокровищами, как Индиана Джонс. Всем привет, Сальса Геймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Очень рад тому, что вы решили посмотреть это видео. Сегодня мы разбираем онлайн PvP и PvE шутер Hawked. Предыдущий ролик YouTube благополучно забанил, поэтому рассказывать придется все сначала. Hawked — это условно бесплатный шутер, в котором игрок станет охотником за сокровищами и отправится на таинственный остров. Суть игры проста. Карта игры, на которой отправляются игроки, представляет из себя остров, на котором спрятано сокровище, запечатанное в храме. Ключи разбросаны по острову в виде головоломок. Одни нужно решить, запоминая комбинацию кода и выбивая его на двери, другие вращая шестерни, пока код не подберется. В-третьих, нужно отбиваться от волн врагов, пока не откроется ключ. С помощью полученной комбинации открываем ворота, забираем артефакт и телепортируемся с острова. Это очень кратко. Теперь с подробностями. Игра начнется с настройки внешности персонажа. Выбор достаточно большой и точно достаточный для того, чтобы уже с самого начала ваш персонаж был узнаваем среди других игроков. Косметику позже можно купить во внутриигровом магазине за добытую в вылазках валюту, чтобы сделать ваш образ еще уникальнее. Какие-то вещички вы приобретете по мере роста вашего уровня. Кстати, главным отличием альфа-версии от бета стало появление боевого пропуска. Пока его выдают за выполнение внутриигровых заданий. Чаще всего это расправиться с противниками, но на релизе заработает донатный магазин. Внешность придумали, теперь вперед на остров добывать трофеи. Если в альфа из-за небольшого количества игроков приходилось бегать соло, то теперь популярны команды из 3 человек. Первое, что делаем после высадки, надо обзавестись чем пострелять. Надо сказать, оружия в игре много. Пистолеты, пулеметы, штурмовые винтовки, револьверы, снайперки, гранатометы, дробаши. Все, что душе угодно. Оружие прячут в деревянных ящиках, чаще всего в хижинах местных аборигенов. Аборигены — это жаболюды в индейской раскраске, среди которых есть обычные воины, вожди, лечащие их, жаболюды, выпускающие дротики, сильные кровожадные качки с мачете. Разнообразием PvP враги радуют, но интеллектом не очень блещут. В первом тесте их на пляже водилось гораздо больше, отчего часть игроков умирала, даже не пройдя вглубь острова. Сейчас либо их стало меньше, либо втроем их раскидать гораздо проще, поэтому численный перевес уже не так ощущается. В сундуках будет 2 вида оружия, основное и вспомогательное, а также могут быть фрукты для пополнения здоровья, броня и деньги. Самое эффективное оружие, на мой вкус, это винтовки и дробаш. Снайперской винтовкой пользоваться в игре неудобно. Во-первых, на карте нет мест, с которых вы могли бы контролировать большую часть карты, потому что рельеф на всех картах холмистый, много хижин, деревьев и развалин, за которыми прячется игрок, и пока вы будете его выцеливать, то вас снимут из чего-то скорострельного. К тому же снайперки в игре вещь редкая, и за ними надо лезть в центр острова, где большой шанс нарваться на конкурентов. Чаще всего столкновения происходят на близкой и средней дистанции, поэтому все же лучшим остается дробовик на случай интимной встречи и винтовки. Гранатометы тоже редкость, и чтобы он выстрелил максимально эффективно, надо попросить стать команду противника рядом с друг другом и при этом не задеть ничего из препятствий. Стрельба из разного оружия, даже из разных образцов винтовок и дробовиков, ощущается по-разному. Как минимум разная озвучка и поражающая возможность оружия, но до реалистичной ей далеко, тем более что графика мультяшная и постоянные спецэффекты из комиксов не дают мозгу воспринимать ее как реалистичную. Игроки выбирают, как они будут добывать ключи сами. Можно бегать толпой, а можно разделиться и бегать поодиночке. Карты разделены на несколько уровней. Вы можете добираться до точек несколькими путями, плыть по руслу реки внизу, а потом подняться за счет хлыста по специальным крючьям на уступах. Идти поверху по горным тропам, прыгая через мосты. Короткие пути пролегают через развалины, в которых прячутся ловушки. Стрелы, вылетающие из стен, качающиеся топоры, пилы, рассекающие пол. Но даже если вы погибнете, то товарищи могут вас выручить. На карте есть локации, которые могут при взаимодействии воскресить всю команду, но повторно использовать их нельзя.
Вертикальный геймплей добавляет игре динамики. Игрок карабкается по уступам с помощью хлыста. С высоты можно оглядеть окрестности и продумать маршрут, а также поискать врагов. Но они тоже вас найдут, и высота не даст вам никаких преимуществ. Спускаясь по веревке, вы можете стрелять с одной руки, а карабкаясь с помощью хлыста и по уступам, вы полностью беззащитны. Стычки с противником происходят во время сбора ключей, когда вы случайно сталкиваетесь, или другие группы устраивают засаду около ключей. Поскольку местность рельефная, то вполне рабочая тактика. Пока один из троицы отвлекает врагов, другие обходят со стороны и убивают. Причем можно обойти не только сбоку, но и сверху. Самое интересное начинается, когда вы забираете артефакт. С этого момента начинает тикать таймер, и группе нужно как можно быстрее добраться к порталу. При этом положение портала и артефакта видят на карте все игроки. Карта отлично читается, и поэтому выследить игрока с артефактом очень просто. Чаще всего противник устраивает засады у портала. Нужно время, пока он сработал, и его вполне хватает, чтобы расправиться с игроками. Но если все для вас закончилось благополучно, вы возвращаетесь на базу, получив максимальный опыт. Артефакт вы можете теперь брать с собой как талисман. Он будет давать вам бонусы во время следующей игровой сессии. И вот тут мы приходим, пожалуй, пока к главному минусу игры. Это дисбаланс. Дело в том, что примерно с уровня 5-6 добытые артефакты вы можете прокачивать, что будет усиливать их действие. Не добывайте артефактов, бегайте голышом без усилений. К тому же для вас открывается магазин, где вы можете закупиться снаряжением. Самое лучшее из этого вот такая желатиновая стена, которая мгновенно возводится перед игроком. Если вы уже добежали с отрядом до телепорта, то отбиться она вам поможет без особых проблем. Оружие помощнее тоже открывается с ростом уровня игрока, то есть новичку уже выжить на острове будет гораздо сложнее. И это сделано нарочно, потому что потом в вопросе после игры тебе задают вопрос, насколько дисбаланс мешает вам играть. То есть на релизе, возможно, донатящие игроки будут получать преимущество, а победа будет зависеть не только от скилла и удачи, но и от вашего изначального снаряжения. Карты — это одни и те же элементы, переставленные местами. На одном острове наштамповали больше скал, древние развалины перенесли немного, одинаковых хижин аборигенов натыкали либо кучей в виде деревни, либо далеко друг от друга поставили, добавили на карту пару мостиков и все готово. Не отличаются карты особо друг от друга ничем, поэтому их не запоминаешь, а складывается ощущение, что бегаешь по одним и тем же местам. Задания тоже одни и те же, за исключением того, что иногда на карте появляется колонна аборигенов с каким-то носорогом, убив которого можно сразу взять ключ, направиться к артефакту, хакнуть замок и быстро свалить. Из зверя выпадает также сундук с отличным оружием, которое потом пригодится отбиваться. Мультяшная графика не нравится лично мне. Все дело вкуса, и во многих онлайн-играх сейчас она мультяшная, с эффектами из комиксов. В бете уже не проваливаешься сквозь песок, не клинит нога при открытии сундука, когда персонаж промахивается мимо замка и в итоге его не открывает. Баги сильно подчистили. Починили регистрацию попаданий, которая в альфа-версии хуже работала. То есть работа над игрой не стоит на месте, и поначалу ты бодро бегаешь по локациям, вступаешь в перестрелки, и это довольно весело. Но через часов 10 одно и то же делать надоедает, даже ради бонусов. Релиз игры пока не назначен, но думается он не за горами. Не забудьте подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Ссылки на мои соцсети в описании. Поддержать автора можно там же. Увидимся. Пока-пока и не бомби по пустякам.